Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я хочу показать, как я вяжу вот такую тесьму, которую я буду использовать как поясок для платья. Давайте рассмотрим ее поближе. Как видим, в каждом ряду у нас присутствуют рельефные столбики, и за счет этого получается на вид, как будто она сплетена по методу макраме. Но это связано крючком. Вязать ее первый раппорт, конечно, нужно постараться разобрать, но потом легко все вяжется. Понятно. Я схему сейчас прикреплю на экране. Можете сделать скрин, чтобы схема была перед глазами. Также покажу образец, как она выглядит, если вязать ее из более толстой нитки. Также можете посмотреть фотографию сейчас на экране. Я вяжу из хлопковой нити, но мне кажется, такую тесьму можно вязать и из шерстяной, и из какой-то синтетической, и из джута. Соответственно, подбираем крючок поплотнее, чтобы вязка была не рыхлая. Можно этот поясок накрахмалить, можно и так оставить мягеньким. Ну, он так хорошо держит форму. Можно придумать разные застежки на краях, или сделать шнурочек, или пуговичку, или кнопочку, чтобы на талии зафиксировать, или просто завязывать, сделать подлиннее и узлом, а вот эти длинные концы будут свисать. Но это уже какая модель, кто собирается какую делать. Также такую тесьму я бы могла предложить использовать как ручки для сумки. Можно настрочить на какую-то тканевую основу, ну или для украшения каких-то изделий, подушек, сумок, тех же косметичек. Красивая кайма, необычная. Ну, давайте приступим. Итак, вязать я буду из ниток Yarn Art Violet. Это 100% мерсеризованный хлопок. В 50 граммах 282 метра. Цвет выбрала Color 15. Итак, делаем начальную петлю и набираем цепочку из 24 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Вяжем не туго. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24. Набрали цепочку. И чтобы край нашего пояска был более жестким, давайте провяжем несколько, 2-3 рядочка столбиками без накида. Итак, делаем одну воздушную петлю подъема и во вторую петлю от крючка провязываем столбик без накида 1, в следующую петлю второй столбик, в следующую третий. И так вяжем до конца ряда. Провязала 18 столбиков и хочу вот этот хвостик сразу его ввязать, вплести, поэтому кладу его вдоль косички цепочки и буду следующий столбик провязывать воздушную петлю и хвостик сразу прихватываем. Вот 19 столбик, в следующую петлю 20, в следующую 21, 22, 23 и в начальную петлю 24 столбик. Вот хвостик немножечко подтяну. Все, мы его вплели, и теперь нам не придется прятать хвостики. Так, первый ряд у нас готов. Одна воздушная петля подъема. Разворачиваемся, и еще можно провязать рядочек столбиков без накида. Если вы вяжете поясок в одну сторону, то сами регулируйте ширину вот этой
каймы пояса. Если будете вязать из двух половинок, эта полосочка сейчас будет тогда центральной, и в две стороны потом пояс будет у нас располагаться. И также регулируем ширину этой полосочки. Можно вообще вот такой оставить и уже начинать вязать узор от этой полосы, отталкиваться. Итак, сделали воздушную петлю подъема, разворачиваем и в каждый столбик провязываем по столбику без накида. Здесь уже можно вязать потуже, чтобы поясочек был поплотнее и лучше держал форму. Не забываем последний столбик в ряду, провязываем вот в первый столбик. И также у нас получилось 24 столбика без накида. Так, далее разворачиваем. Это будет лицевая сторона нашего ремешочка. И вяжем первый ряд. Итак, делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В первый столбик без накида провязываем столбик с накидом. Накид. В следующий столбик с накидом. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. Пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. И в следующие 2 провязываем по столбику с накидом. Снова 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Пропускаем 3 столбика. В следующие 4 провязываем по столбику с накидом. Три воздушные. 1, 2, 3. Накид. 3 пропускаем. В следующие 2 по столбику с накидом. Первый и второй. Далее 3 воздушные. Пропускаем 3 столбика. И в последние 2 столбика провязываем по столбику с накидом. 1, 2. Вот первый ряд раппорта у нас готов. Далее вяжем второй ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем, накид. И в следующие 2 столбика, в первый и во второй, провязываем по столбику с накидом. Каждый ряд у нас будет начинаться с 5 воздушных и с 2 столбиков. Это края длинные нашего поясочка. Провязали 2 столбика. Далее 2 воздушные петли. 1, 2. Делаем 4 накида. 1, 2, 3, 4. И теперь пропускаем 2 столбика. Вот у нас группа из 4. И в первые 2 провязываем рельефные. Так, у нас получается изнаночные столбики с 4 накидами. Итак, вот в первый из 4 провязываем изнаночный столбик.
4 накидами. Снова делаем 4, 1, 2, 3, 4 накида. И в следующий столбик провязываем также рельефный изнаночный столбик. Лицевая сторона у нас будет вот здесь, на этой стороне. Сейчас мы вяжем как бы с изнанки, поэтому мы провязываем изнаночные столбики. Далее 2 воздушные петли арка, 1, 2, делаем 4 накида, 1, 2, 3, 4. И теперь переходим, возвращаемся к 2 столбикам, которые мы пропустили, и вокруг них надо провязать по изнаночному столбику с 4 накидами. Первый столбик мы будем вязать вокруг вот этого столбика, который ближе к краю. Второй столбик вокруг следующего. И надо, чтобы эти столбики лежали как бы поверх вот этих последних провязанных столбиков с 4 накидами. Итак, сделали 4 накида, заводим крючок. Вот можно даже как бы загнуть вот эти пока столбики наперед сюда. И вот эти 2 столбика у нас освободились. И мы вокруг первого провязываем столбик с 4 накидами, также заводим крючок сзади наперед и провязываем столбик с 4 накидами, рельефный и изнаночный. Четыре накида, 1, 2, 3, 4, и вокруг следующего столбика, второй вот на этой двойке, на этой паре, также провязываем рельефный изнаночный столбик с 4 накидами. Вот так. Здесь у нас как бы перекрестились они, друг на друга внахлёст идут. Далее 1 воздушная петля, 4 накида, 1, 2, 3, 4. Пропускаем вот эти 2 столбика на группе из 4. И вот у нас отдельно 2 столбика, пара. И также провязываем в них в первый столбик рельефный изнаночный столбик с 4 накидами. Так. Накиды плотненько у нас на крючке накручены. Провязали первый столбик, снова делаем 4 накида и вокруг следующего провязываем еще 1 столбик рельефный изнаночный с 4 накидами. Это самый сложный ряд, потом будет проще. Далее 2 воздушные, 1, 2, делаем 4 накида, и вот эти 2 столбика, которые мы пропустили, на первом и втором мы провязали уже столбики, а вот 3 и 4 у нас остались не провязанными. И вот на них сейчас мы провязываем также по столбику с 4 накидами рельефные изнаночные. Начинаем со среднего, заводим крючок также вокруг третьего и провязываем рельефный изнаночный столбик с 4 накидами. Закрываем попарно все накиды. Первый провязан, снова делаем 4 накида и вокруг 4 теперь эти столбики у нас, которые мы вязали в начале на этом переплетении, они у нас вперед отходят, а мы как бы за ними, перед ними теперь вывязываем. Сейчас поверну на другую сторону и будет видно. Если на этом переплетении мы отгибали вперед и вязали за ними, теперь наоборот, эти столбики, которые мы первыми провязали, мы их отворачиваем назад, а вяжем перед ними. Сейчас ряд довяжем до конца, и уже рисунок тут будет виден.
Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и в следующие 2 столбика, в последние кромочные, провязываем по столбику с накидом. Обыкновенные столбики тут уже вставляем просто в вершину столбика. Так, вот второй ряд у нас готов. Связали. Сейчас развернем, и будет видно уже наше плетение. Так, вяжем третий ряд. 5 воздушных. Это у нас уже известная формула. И в следующие 2 столбика, в первый и во второй, провязываем по столбику с накидом. Это начало третьего ряда. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, накид. Вот у нас 2 столбика рельефный изнаночный. Вокруг первого заводим крючок спереди назад и провязываем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Накид. Вокруг следующего столбика рельефный лицевой, 1 воздушная петля, накид. И теперь в арку из 2 воздушных петель провязываем попкорн из 5 столбиков. Но если ниточки очень толстые, то можно из 4 столбиков с накидом. Итак, провязываем первый столбик с накидом, сюда же в эту арку второй, третий, четвертый. Ну давайте из 4 будем. Нет, давайте из 5, чтобы он был повыразительнее, как бусинка. Вот так снимаем крючок и пальчиком придерживаем петлю, чтобы она не убежала. Вставляем крючок в первый столбик на группе из 5, подхватываем рабочую нить и вытягиваем. Вот, провязали попкорн. 1 воздушная петля, накид. Вокруг 2 следующих столбиков рельефных провязываем также рельефный лицевой столбик с одним накидом. Крючок заводим спереди назад. Далее идет арочка из 2 воздушных петель, 1, 2, и вокруг следующих также провязываем по столбику с накидом рельефный лицевой. Мы с вами тут будем косо сейчас плести из рельефных столбиков. 1 воздушная петля. И в следующую арку из 2 воздушных провязываем попкорн из 5 столбиков с накидом. Второй, третий, четвертый и 5 столбик. Также вынимаем крючок, придерживаем петлю, вставляем в первый столбик вершину и вытягиваем. Затянули вот так в бусинку. И еще 1 воздушная петля, арочка. И вокруг следующих 2 рельефных столбиков провязываем по лицевому с одним накидом. Так. Сейчас мы приноровимся, и уже дальше работа пойдет быстрее. Главное начать. Сейчас еще все такое маленькое, миленькое. Так, 2 воздушные петли, 1, 2, и последние кромочные 2 столбика с накидом обыкновенные.
Третий ряд у нас готов. Вяжем четвертый ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. 2 столбика с накидом, как мы уже договаривались. Начало каждого ряда. И этот ряд у нас сейчас повторяет второй ряд. Итак, давайте еще раз вместе провяжем. 2 воздушные петли, 1, 2, 4 накида и 2 столбика мы пропустили. Пропускаем попкорн и вокруг следующих 2 столбиков рельефных лицевых провязываем изнаночные, заводим крючок сзади наперед вокруг первого и потом вокруг второго следующего, чтобы у нас столбики располагались по порядочку. Провязали первый столбик с 4 накидами, снова делаем 4 накида и теперь вокруг следующего. Изнаночный рельефный столбик с 4 накидами. Провязали 2 воздушные петли, 1, 2, 4 накида и теперь возвращаемся, отступаем вправо и столбики кладем сверху, опять как бы сюда вперед мы это можем завернуть, ну, можно так. Вот у нас первые 2 столбика. Так, 4 накида проверяем. Угу. Вокруг первого пропущенного. Также крючок заводим спереди назад. Закрываем попарно все накиды. Снова делаем 4 накида. И вокруг следующего столбика. Вот этот столбик. Закрываем. Накиды я прям плотненько так укладываю на крючке, чтобы эти жгутики были ровненькие. Так, провязали. Далее 1 воздушная петля, 4 накида. Так, пропускаем 2 столбика попкорн и вокруг следующих 2 столбиков, вот они, если с лицевой стороны посмотреть, провязываем первый столбик, четыре накида и вокруг следующего второй столбик. Две воздушные петли, 1, 2, 4 накида. Возвращаемся к пропущенным и теперь вяжем впереди. Эти столбики у нас будут поверх провязанных уже в первой пропущенной. Так, мы должны провязать рельефный изнаночный, значит крючок заводим сзади наперед. Вот так. Кропотливая, конечно, работа, не знаю, видно ли не видно, но я думаю, что на словах я объясняю понятно. Очень мелкая работа. Провязали первый. И вокруг следующего, который уже у нас ближе к попкорну. Вот он, столбик этот. Провязываем второй столбик с 4 накидами.
рельефный изнаночный. С этой стороны он изнаночный, а если мы перевернем на лицевую сторону, он получится уже там как лицевой. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, и завершаем ряд 2 столбиками с накидом. Так, 4-й ряд у нас готов. Вяжем 5-й ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. 2 столбика с накидом. Кромочные. Две воздушные петли. 1, 2. И теперь вокруг следующих 2 столбиков 4 накидами мы провяжем сплит из 2 столбиков с накидом рельефных лицевых. Итак, сделали накид. Вокруг первого вставляем крючок спереди назад и закрываем накид. 2 петли на крючке. Накид. Вокруг следующего столбика второго вставляем крючок также спереди назад и закрываем накид. 3 петли на крючке, закрываем. Вот такой сплит из 2 столбиков рельефных лицевых. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вокруг следующего столбика рельефный лицевой. Закрываем. 1, 2. Накид. И вокруг следующего также столбик рельефный лицевой с одним накидом. 1, 2. Закрыли. Здесь у нас не сплит. Сплит у нас только по краям будет. Далее 1 воздушная петля. Вокруг следующих 2 столбиков по рельефному столбику с одним накидом рельефному лицевому. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И вокруг следующих 2 столбиков провязываем сплит из 2 столбиков. Первая ножка не до конца, накид. И вторая ножка также рельефный лицевой столбик не до конца. 3 петли закрываем. 2 воздушные. 1, 2. И заканчиваем наш ряд 2 столбиками с накидом. Посмотрите, какие косы уже у нас прорисовываются. Красивые. Так, 5-й ряд у нас готов. Вяжем 6-й ряд. 5 воздушных. Разворачиваем 2 столбика с одним накидом. Кромочные. Провязали. Далее 2 воздушные. 1, 2. И вокруг следующего сплита провязываем рельефный изнаночный столбик с одним накидом. Итак, сделали накид, заводим крючок сзади наперед сплита. Вытягиваем и провязываем попарно. Провязали. Далее 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь делаем 2 накида. И вокруг следующих 2 столбиков провязываем изнаночные рельефные столбики с 2 накидами. Крючок завели сзади наперед и закрываем. 1, 2, 3. Снова делаем 2 накида вокруг следующего. Такой же столбик. Рельефный, изнаночный с 2 накидами. Провязали. Далее 2 воздушные. 1, 2. 2 накида. Вокруг 2 следующих по рельефному изнаночному
с 2 накидами, 1, и вокруг следующего 2. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, вокруг следующего сплита рельефный изнаночный столбик с 1 накидом, 2 воздушные, и теперь кромочные 2 столбика. Так, какой ряд у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-й ряд у нас готов. Вяжем 7-й ряд. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. Вяжем кромочные 2 столбика. Далее 7 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 накида, пропускаем столбик с 1 накидом, и в следующие 2 столбика, вот у нас парочка, вокруг них провязываем рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Крючок заводим спереди назад. 1, 2 накида, и вокруг следующего 2. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, вокруг следующих 2 по столбику с 2 накидами рельефные лицевые. Семь воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем столбик и в последние 2 провязываем кромку 2 столбика. С накидом. 7-й ряд у нас готов. Вяжем 8-й ряд. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем 2 столбика с 1 накидом кромку. Провязали кромочные. Далее арка из 6 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 накида. Вокруг следующих провязываем по столбику с 2 накидами изнаночные рельефные. Провязали 1 и вокруг следующего 2. Далее 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. В следующие 2 столбика по изнаночному столбику с 2 накидами также. Шесть воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и кромочные 2 столбика. Так. С накидом провязали. 8-й ряд у нас готов. Вяжем 9-й ряд. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 столбика с накидом. Провязали. Далее арка из 5 воздушных.
1, 2, 3, 4, 5. 2 накида вокруг следующих 2 столбиков, рельефные лицевые с 2 накидами. 7 воздушных посередине арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида вокруг следующих 2 по столбику с 2 накидами, рельефные лицевые. 5 воздушных. И вокруг, не вокруг, а в следующие вершинки, 2 кромочных. Так. Первый и второй. Вот так. 9 ряд у нас готов. Вяжем 10. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. Провязали 2 столбика с накидом. И теперь арочка из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 2 накида вокруг следующих 2 столбиков, рельефные изнаночные с 2 накидами. 3 воздушные. 1, 2, 3. И в арку из 7 воздушных петель провязываем 4 столбика с 1 накидом. Первый, прям подарочку, вставляем крючок. Второй, третий, четвертый. 3 воздушные, 2 накида вокруг следующих 2 столбиков по столбику с 2 накидами, рельефные изнаночные. Все эти жгутики у нас должны быть с лицевой стороны. Четыре воздушные. 1, 2, 3, 4 и 2 кромочных столбика. Вот так. 10 ряд у нас готов. Вяжем 11 ряд. 5 воздушных. 2 столбика с накидом. Три воздушные. Сделали 2 накида вокруг следующих 2 столбиков, рельефные лицевые столбики с 2 накидами. Сейчас мы вяжем по лицевой стороне. Провязали 2 столбика. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. Сделали накид и вокруг следующих 4 столбиков провязываем по рельефному лицевому столбику с 1 накидом. Четыре столбика у нас тут посерединке. Провязали. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 накида вокруг следующих
рельефный лицевой столбик с 2 накидами. 2 столбика тут у нас идут. Три воздушные и 2 столбика кромочные. Вот так. Все, мы с вами провязали раппорт 11 рядов. Теперь, начиная со второго ряда, где у нас вот начинаются переплетения, вот эти, это у нас второй ряд, отматываем видео назад. Я в описании под этим видео отмечу минуту, с которой начинается второй ряд. Можете на эту минуту перемотать и продолжаем вязать. 12 ряд у нас повторяет второй ряд. И так вяжем до нужной длины. Раппорт, получается, у нас состоит из 10 рядов. Так, вяжем, какая нам длина нужна нашей тесьмы, куда мы будем применять как ремень или как украшение. Ну, уже сами решаете, какая длина нужна. И последний край также можно обвязать столбиками без накида. Все, вяжем и встречаемся. Ну вот что у нас получается. Я провязала уже почти 5 раппортов. Такая красивая тесьма. Ее можно накрахмалить, если нужен жесткий пояс. Она и так хорошо держит форму. Тянется, но вот она дотянется до определенной длины и потом больше не будет растягиваться. На концах можно сделать пуговичку, кнопку или прикрепить шнурочки и завязывать впереди, если использовать такую тесьму, как поясочек. Если это видео было вам полезным, ставьте большой пальчик вверх, не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием, 7 ровных петелек и до новых встреч!